Привет, драконы! В этом видео вы увидите, реально ли изменить свою форму, отжимаясь от пола каждый день на протяжении 30 дней. Заряженный челлендж и крутой эксперимент для меня. Сейчас нахожусь не в очень хорошей форме, для начала покажу вам, что по весу. 90 кг внушительный вес, но 90 могут выглядеть по-разному. Меня не устраивает то, во что я превратился. Думаю, что обычные отжимания сделают что-то невозможное. Как ни крути, я не новичок в спорте. И я прекрасно понимаю, что моему телу надо что-то посерьезней, чем обычные отжимания от пола. Для меня не было открытием то, что в начале этого челленджа у меня горели глаза. Хотелось уже побыстрее увидеть результат. Спортивный азарт начинал гонять кровь по венам, и понеслась вода в хату. Меня невозможно было остановить, отжимался я везде, рутинные действия превратились в большую волну отжиманий. Постоянно прокручивал в голове, нужно больше, нужно затащить этот челлендж. Честно признаться, даже не думал, что что-то может пойти не так. Я даже себе не мог представить, что мне может помешать в уничтожении этого обычного простого вызова. Настолько увлекся отжиманиями, что даже на сон не хватало времени. Принимать душ и параллельно не затащить парочку десятков отжиманий было просто-напросто невозможно. В некоторых моментах мне казалось, что я действительно схожу уже с ума с этими отжиманиями. Не могу сказать, что чувствовал какой-то дискомфорт. В первое время меня очень радовало, что что-то новое присутствует в моей жизни. Это как глоток свежего воздуха. Челлендж, который пробуждал во мне дракона. Как давно я хотел проверить себя на прочность. Обычные отжимания начал разбавлять различными вариациями. В первые дни чувствовал приятное побаливание в мышцах. Опыт тренировок подсказывал мне, что все я делаю правильно. Не делал фиксированное количество, все делал по ощущениям, топил до талого. Помимо отжиманий тренировал различного рода элементы и делал базовые упражнения для прокачки. Понимал, что в сумме это просто будет бум! Но контрольное взвешивание ровно через 2 недели меня свалило на повал. Условия взвешивания были одинаковые после всех процедурчиков. Несмотря на это, я еще и умудрился набрать 200 грамм. Немного, конечно, но меня это прям знатно подкосило. И тут был первый переломный момент. В голове прокручивались мысли, что я какой-то бездарь. И, по правде говоря, я уже понемножку допускал мысль, что смогу бросить этот челлендж и не дойду до конца. 5 дней. Ровно столько я никаким образом не мог заставить себя вернуться в этот челлендж. Казалось бы, 30 дней поотжимайся, покажи людям результат, это же так изи. Но по факту действительно этот челлендж не только для тела, но и для проверки характера. К сожалению, мой челлендж немножечко сбился с пути. Но я думаю, это ненадолго, надо немножечко перезагрузиться и настроить самое главное питание. Потому что, крисби это прям не лучший выход. Ой, ребят, ну как можно отказаться от этого? Ох, боже! Ребят, какие отжимания? Какие отжимания? Жратва. Вот она причина застоя. Покушать вкусно я люблю. Не-не-не-не-не. Очень сильно люблю. Честно говоря, хоть мой рацион и не очень полезен, я бы даже сказал бы в какой-то степени вреден, но я не готов отказываться от него и в данный момент ничего менять не хочу. Понимаю, что это важный момент в построении тела мечты. И чисто для видосика пойти в магаз, купить йогурты, купить каких-то там фруктов. Это все красиво снять, показать, что все, ребят, с сегодняшнего дня у меня новая жизнь. У меня правильное питание, и я там все, через месяц уже буду просто как Халк. Это все легко.
Реально. Взял, купил, показал, вас обманул и все. Все классно, вы довольны, вы думаете, Димон красавчик, конечно, молодец. Но меня же любят подписчики из-за того, что я открыт. И мне не что от вас скрывать. Я хочу показать все, как есть на самом деле. Без лжи, без фальши. Вдохновился покупкой нового оборудования для видео и начал топить как дикий дракон. И ничто так не может мотивировать, как воплощение своих целей в реальность. В тот момент я понял, что я готов идти до конца. За 4 года создания роликов на YouTube я не мог смириться с тем, что какой-то челлендж сможет сломить мой дух. Пробудив в себе зверя, я начал догонять упущенное время. Отжимался везде, как только попадалась возможность это сделать. Не давал себе ни малейшего шанса опустить руки и сдаться. У меня был только один путь – идти до конца. Как же приятно вновь ощутить огонь в глазах. Ощущение, что я могу перевернуть весь мир. Ощущение, что мне подвластно все. И никакой вызов, никакой челлендж не сможет меня остановить на моем пути. Я настолько сильно увлекся в отжимания, что даже не заметил, как пролетел месяц. И пришло время подводить итоги. По весу была вот такая ситуация. Плюс 2,5 килограмма. А теперь давайте посмотрим на визуальную картинку через 3, 2, 1. Изменения видно, и мне нравится этот позитивный сдвиг. Но давайте не забывать, что помимо обычных отжиманий я делал и тренировки различных элементов. Это очень важный фактор. Подводя итоги, я хочу сказать только одно. Не сдавайся. И пускай это будет самая заюзанная мотивационная фраза, но это очень важная вещь, которая всегда должна быть на повторе в твоей голове. Ну а если тебе понравился видос, подпишись на канал, нажми колокольчик, чтобы не пропускать дикодраконские видосы. Нажми лайкос и, конечно же, оставь комментарий. Каждый комментарий я читаю, на все комментарии отвечаю. Всем спасибо за просмотр и всем пока. No negotiations, it's my way, I was born impatient.